Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У меня вчера такой забавный случай приключился. Я встала утром, встала я заранее, хотя и не могу сказать, что прям очень-очень рада, потому что по моему зимнему режиму я стараюсь вставать в 6 утра, мне так нравится. Но я встала попозже, и мне нужно было там поехать встретиться с одним человеком, плюс провести занятия в студии, вот, с ученицей. Ну и у меня оставалось время, я сделала маску для лица и думаю, ну дай-ка я сниму один хобби-влог. И снимала я его вот по этой раскраске «Леденящий ужас». Как раз типа начинаю новую раскраску. Ага, сняла видео, одним файлом сняла, без монтажа. Ну, у меня такое часто бывает. Показала, как я елку нарядила даже. Поставила на загрузку, позавтракала, собралась, поехала на занятия. А после занятия смотрю, ошибка загрузки. Я еще раз загрузила, снова ошибка. Ну, я расстроилась. Приехала домой, пересмотрела файл, он оказался полностью битый. Просто полностью. Такое вообще впервые. Ну, ладно, ничего страшного. Значит, так и должно быть. В общем, эта раскраска, то, что я начала, ну, в общем, в конце месяца, в итогах уже увидите. Ну, сохраним интригу, ничего страшного. Вот. Ну, а сегодня, как говорится, дубль 2, начинаем новую раскраску, но уже сад эльфов. Я, когда ее получила, посмотрела, выбрала, ну, так, определилась для себя с иллюстрацией, с которой я хочу начать, но в этот раз я еще раз листала и все-таки поняла, что да, вот с этой иллюстрацией я хочу начать. Фон, возможно, будет детская акварель, что-то будет, конечно же, карандашами. Ну, посмотрим. Начну я, наверное, с того, что раскрашу лицо, но вы знаете, что лица я прям совсем по-простому раскрашиваю. Вспомнила, что я давно не использовала для этих целей свой дервентовский акварельный карандаш Flash Pink. Какой тут 16 номер. Вот. Ну, в общем, им и раскрашу. Безусловно, без размытия. Вот. Ну и потом уже немножко за кадром добавлю немножко более темного, где это требуется, но самую малость, чтобы было как у меня, знаете, макияж без макияжа. Вот. Не, ну здесь вообще хорошие иллюстрации, очень даже неплохие. Знаете, чем больше в коллекции раскрасок, тем больше я люблю вот такие простые раскраски, честно говоря. Ну, не знаю. Мне просто стало даже вот интересно раскрасить какую-то недорогую, простенькую раскраску. Да, вот у меня еще здесь сохранился осенний декор, потому что я еще, ну, я снимаю в ноябре, пусть и в самом конце, но уже есть новогоднее настроение. Мы с другом нарядили елку. И даже не одну, и, наверное, я вам сегодня это покажу. Вот. Ну, а возвращаясь к раскраскам, то мне кажется, что главное же, как раскрасить, и главное получить удовольствие. Так, ну что, дальше с лицом я уже потом сама разберусь за кадром, потому что... Ну, и теперь я вот, конечно, думала, может быть, акварельную подложку здесь сделать тоже. А может быть, и не буду. Да нет, наверное, я все-таки обойдусь в этот раз без акварельной подложки. Так. В принципе,
принципе, карандаши и так неплохо здесь ложатся. Можно обойтись. Мне кажется, и так будет хорошо. Ну, хотя, да, конечно, подложка дает более яркий цвет, но у меня сейчас не очень много времени, вот прям в данный момент. Мне его хватит, чтобы снять хобби-влог. В этот раз я не знаю, пока не рискну снять одним файлом, хотя я понимаю, что это просто какой-то сбой произошел, вот, собственно, и все. Потому что с телефоном все вроде в порядке. Ну, во-первых, он вроде как не старый. Во-вторых, я вчера много снимала и никаких проблем. Вообще, обычно я при монтаже ожидаю чего-нибудь такого. Хотя и то такого, ну, поскольку приложение, в котором я монтирую видео, оно тоже постоянно обновляется, совершенствуется. Как правило, да и телефон новый, потому что, да, у меня со старым были проблемы. Так что, ну и ладно. Потому что обычно у меня, вот когда я там планы составляла на месяц, я прям, не знаю, все, что раскрашивала практически, я все показывала на камеру, вот как я начинаю красить. По сути, никакой интриги, да. Ну, а тут уже сейчас стало много иллюстраций, которые я крашу за кадром. Хотя в целом и видео также выходит. Ну вот отличие того, когда я раньше гребла все подряд раскраски, от того, что сейчас я практически никакие раскраски не хочу, и только вот бывает, да, тут в этот раз там захотелось мне Лулумая, вот эту раскраску очень, ну эту я уже заказала, что называется, прицепом за 16 или 17 рублей, ну, сами знаете, понимаете, грех не взять. Отличие в том, что то, что я сейчас покупаю, меня реально цепляет. Потому что вот даже Лулумайя, то, что я так обдуманно сделала покупку, там уже 3 иллюстрации раскрашены. Ну, точнее, 2 полностью раскрашены, а одну я наполовину раскрасила. Вот буду потихонечку доделывать на неделе. Между какими-то другими делами, подготовкой к Новому году. Плюс у меня возникли некоторые такие сложности, потому что я перестала оплачивать свой сайт, домен, хостинг. Решила оставить все это на, в общем, ВКонтакте в группе. Сайт, посвященный моему любимому актеру, который я вела с 2007 года, но, правда, сначала сайт был на народ.ру, он, кстати, сейчас так и остался, но я не имею к нему, в общем-то, практически доступа. Ну, я целенаправленно уже перевела на платную основу, но со всеми вот этими событиями, сначала в 2014 году, как мы понимаем, потом сейчас, уже у меня такой домен был с понтами в зоне ТВ. Ну и, конечно, за него хотят не слабо. То есть, если сначала там повышалось совершенно незначительно и как бы, ну, вообще не вопрос был заплатить, то сейчас ценник стал расти так неадекватно, то сейчас то ли 6, то ли 8 тысяч они хотели. А хотя в том году там я платила меньше. Причем вот поверьте, реально ощутимо. То есть это не 100 рублей, не 500 рублей. Не, это вот прям реально они пытаются это самое. Но
В общем, я психанула, точнее как, наверное, неправильно будет сказать психанула, потому что я все-таки к этому взвешенно, все взвесила хорошо и поняла, что, ну нет, жадность чью-то оплачивать нет. Потому что они начинают говорить, а вот, типа, если вы не оплатите, услугу удалится, данные потеряете, домен ваш займут. Ну, знаете что, домен это просто домен, это просто адрес. И далеко не каждый адрес просто так возьмут и займут, и что он кому-то нужен. И в моем случае его, скорее всего, никто не займет. Они это уже сами понимают. Типа, ваша услуга через 30 дней закончится, мы удалим все. Сегодня мне еще раз прислали. Вот, еще вам 30 дней. Ну нет, потому что ценник у них все равно будет расти, жадность никто не отменял. И в данном случае, знаете, когда человек вот оказывает какую-то там услугу, ну, например, там, я не знаю, шьет, вяжет, там, ну, это может все что угодно быть, я, да, так, уже из своих, как бы, таких вот, таких простых примеров. То, что там что-то повышается, я могу понять, потому что это расходники. Нет, там тоже там сервер, прочее, это все тоже надо содержать и так или иначе. Но они уже даже, понимаете, дошли до того, что там ты платишь за домен, ты платишь за хостинг. Но если раньше в это все включалась еще и техподдержка, то сейчас они уже совсем обнаглели, и они даже за техподдержку хотят еще не слабо, понимаете? И, ну, короче говоря, и техподдержка довольно странная. То есть, когда возникает проблема, это вот РЭГРУ, когда возникает проблема, ты вроде бы грамотно, внятно все объясняешь, и такое впечатление, что люди вообще некомпетентны. Поэтому я приняла решение, что с меня хватит. Но это к чему я рассказываю так долго? У меня там почта. И теперь у меня будет другая почта. Я вернулась к своей старой. И вот у меня сейчас еще... Это представляете, сколько нужно было поменять на разных сайтах данные? И вот про два очень основных я забыла. Так что сейчас вступает некая проблема. Вот. Как-то так. Поэтому еще на это время уходит. Ну что, вроде бы прикольная красная шапочка. Ну не знаю, у меня почему-то ассоциация именно с красной шапочкой. Еще какой бы ей наряд сделать, тоже что ли? Какой-нибудь красный. Не знаю. Да, наверное. Сделаю, чтобы ничего особо не мудрить, пусть будет красный цвет. Надо же еще как-то с этим цветом все-таки стараться подружиться. Так. А вот на кофточку, возможно, я добавлю акварельный карандаш, немножко размою, чтобы просто была такая нежнятинка. Кстати, бумага здесь, ну, по крайней мере, для карандашей вполне хорошая.
очень достойная. Более дорогие раскраски, да, нервно курят в сторонке. Так, ну что, достану Vista Artista и, наверное, знаете, возьму вот этот новый набор. Он просто совсем рядышком тут лежит, который 6 цветов. Ну, тут красный точно такой же. Так, и где бы мне тут? Вот здесь по краю. Как всегда, проведу контур. Вот. Здесь. Вот тут. Просто непонятно, что это. Часть одежды или нет? Нет, это вообще, наверное, не часть одежды. Ладно, значит, здесь ластиком сотру. Вообще не поняла. Трэш какой-то. Кисточку сразу беру вот эту. Ну, неохота ради одного элемента идти наливать воду. Я ее просто стараюсь в стаканчике не держать, мало ли что. Так, ну и вот сейчас так потихонечку растяну цвет на обратную сторону. Я не знаю, будет протекать, не будет. В принципе, здесь такая рисовка, что будет обилие разных цветов, и тематика такая, что я думаю, можно все скрыть, все сгладить, ничего страшного. Вот. Ну и здесь немножко. Да, вот все-таки точно по качеству все то же самое. То есть внешне немножко по-другому выглядит, а качество оно такое же у карандашей, очень достойное. Ну, наверное, я все же сделаю тоже красным цветом, неважно, что это, потому что я все равно вряд ли догадаюсь и не буду додумывать. Сделаю такую нежнятинку. Мне очень даже нравится, как карандаш размылся. Вот здесь вот я сейчас еще немножечко. Вот он хорошо растягивается цвет. Давайте посмотрим с обратной стороны. Ну, в принципе, вообще ничего не протекло. Но я с водой была аккуратна. Так, ну, чтобы еще такое тут раскрасить. Наверное, начну раскрашивать грибы. Так, что у нас тут посветлее? Вот это уже третья марка карандашей, которые я здесь использую сейчас. Даже четвертая. И тоже отличные. Все они по, так сказать, жесткости, мягкости разные. И все устраивает. Переходы такие нежненькие.
А вот эти ашановские, они чуть жестче, но ложатся очень даже хорошо. Но я как-то уже, знаете, давно у меня такой подход, что если уж, конечно, карандаши лежат в коробке, то да, там я могу достать и ими только раскрашивать. И то чего-то дополняю. А то, что я уже вытащила из коробки, ну вот положила в икеевскую, самые, там их, вы знаете, много, карандашей, которые я использую часто. И вот беру именно те цвета, которые мне нужны, и неважно, какая марка, абсолютно без разницы. Это вот уже Derwent Color Soft. Ну и давайте покажу вам елочки. Это вот основная. Здесь у меня танцующие елки, они по-разному танцуют. Дед Мороз, это мне подарили, такой советский. Не знаю, буду ее сейчас зажигать или нет, но, наверное, можно. Зажгла побольше света, все равно сейчас будут занятия. Так, сейчас, минутку. Так, и вот здесь. Я в этот раз только одну гирлянду использовала, хотя у меня их больше. Впервые это мне любимый приделал звездочку, потому что по сути у меня их несколько, но вот сюда ни одна не получается как бы ее использовать. Хотя вторая елка, которую я вам сейчас покажу, она вот эта веточка более тонкая, и все равно я не понимаю. Раньше у нас были и стеклянные наконечники, еще какие-то, и все было нормально. Сама звездочка тоже с ней все хорошо. В гостевой спальне у меня маленькая елочка из Fix Price. Далее на балконе я еще поставила вот такую. Тоже, ну, другого просто цвета. Вот такая на кухне елочка. А в моей комнате, где я раскрашиваю, сижу за компьютером, у меня, я ее редко наряжаю, это советская елка, она уже, конечно, старенькая, ей более 40 лет. На тот момент, то есть она старше меня, когда ее покупали, это было очень круто, потому что она, к ней и снежок давался. Ну или она была обработана уже так, как будто снег лежит, он уже просто за столько лет обсыпался. Давался спрей, это и к современным-то елкам не всегда дается, но самое главное, что у этой елки есть моторчик, вот там, то есть она крутится. Я извиняюсь, что у меня тут принтер стоит, потому что мы елку поставили, тут я еще не разобрала, потому что у меня еще один принтер, сканер. Вот так вот это выглядит, то есть я включила, и, как видите, елка крутится. Но у нее вот эти веточки, они уже, видите, со временем стали опускаться, поэтому иногда игрушки сваливаются. Но все равно, знаете, такое воспоминание, тут и советские игрушки. Так, за что там елка зацепилась? За Дедушку Мороза. А вот эта гирлянда, она вообще просто зажигается и не гаснет. Но, как мне друг объяснил, там какой-то прерыватель есть, что, в общем-то, для безопасности хорошо. Опять за что-то зацепилась, да? Ну, конечно. Вот, и вот эти шарики сама делала, я их в Ашане покупала давно, очень давно, лет 11-15 назад, наверное. Вот этот шарик такой же, только он без украшения, а там я салфетки наклеивала. Вот такой вот шарик у меня был зеленый, когда я в детский сад ходила, короче, отдали на праздник. Обидно. Мне вот этот нравится, как мыльный пузырь. Вот этот мне из Снежной королевы ученица подарила. Ну, это там, по-моему,
Пробери мне что-то на обзор присылали. Вот эти пластиковые шары классные, они прям такие, видите, типа как винтажные. А вот это вообще как чешуя такая. Вот этих типа винтажных у меня несколько. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Всем пока-пока.